на льду. Лед трескается. Вот место накатали, чтобы проехать можно было. Они бывают, то трещина, в середине вода. По доске надо класть и переезжать ее. Вон еще одна трещина. Но это поменьше. Вообще трещин очень много у нас тут бывает. О, какая. Собака здесь, не уехали. Ладно, ругаться тебе. О, где рыбаки-то, а? О, где рыбаки? Да, это за 3 дня. Молодцы. Я щучку одну поймал. Виктория поймала одну навагалку. А нету, блядь. Благородной рыбы, да. Щукари, да, только? Да. Через 4 года. Заехали на зимовье с Зиктолей. Встретили старого нашего корешка Серег, который нас на катере стремительный возил здесь неоднократно, когда мы тут вверх по Зее поднимались. В общем, очень рады встрече. Серега, очень приятно, да. Вот. Ну все, мы пока съемку прекращаем по объективным причинам. Вот опять мы с Викторией на зимовье. Пообедали. Сальцо, котлетки, чаек. Печка у нас тут топится. Это охотника промыслового зимовье. Видите, телевизор сейчас есть, лампочки. Деска стоит. Хорошее зимовье, просторное. О, какое здоровое. 4,5 на 4. Теплое. Обалдеть. Нам оставили, сказали, хоть ночуйте тут, хоть живите, рыбачьте сколько хотите. Ну, надо ехать домой сети проверять. Да, поедем, поэтому сегодня сети проверять. Вот телевизор здесь. Зажигалка. Хороший. Бензиновая, что ли? Это может быть бензиновая. Бензиновая, да. Вот телевизор, вид какой. Это первый канал. Второй канал. Вон какой вид. Здесь везде можно лунки бурить и рыбачить. И никаких конкурентов. Телевизор. Да, вот телевизор. Телевизор, все удовольствия. Да, приезжать, отдыхать, полный рост. Это усилитель, наверное, сигнала. Тоже вот так вот, избушки вот так по одному типу, да, все, в принципе-то сделаны. Да. Нары, 2 столика, печка. Печка слева, справа там бывает. И где умыться. Там культурно. Все культурно, да. Все культурно и все красиво. Вот тут живешь один или с напарником. Да какой кайф. Ни начальника тебе, никого. Сам что решил, то и делаешь. Захотел спать — спи. Захотел охотиться — охоться. Захотел рыбачить — рыбачь. Вот она, воля. Я Викторию попросил, чтобы он рассказал, как на охотничьем зимовье обычно все устроено. Тут пример такой просто красивый. Если на бывали, стоит рядом.
Так, чтобы крыша выступала, это на всех избушках делают? Да. Аж по стенам потекет. Да? Это сюда должен быть под навес сделан, чтобы снег Дверь не завалил? в приходе снегу не было. Да. Ну тут все правильно сделано. Напуск хороший. Под напуском полки. Вот. Всякие вещи, да, чтобы не засыпало. Вещи. Вот опушня. Вторая. Кастрюли можно все хранить здесь, да? Все. Дичь какую-то. Шифер. Под шифером. Ничего не поменяет. Дождь не промочит. А и сучком не всяким пробьет. Вот так хорошая избушка, да? А вот отсюда путики начинаются, да? Вот, это, Бурановская дорога. Да, дорога стоит сюда. Там уже расходится на путики, разветвляется, и все, и поехали по тайге. По-хорошему, если хочется, это, допустим, центральная изба. А уже там по путикам, через 10 километров, еще избушка. В следующем ключе еще избушка. Вот так у меня 8 избушек на моем участке. Ты начинал ночь на одном, ночь на другом. Да, прихожу с центральной на первую избушку, переночевал, смотрю, если сзади не успеваю, еще раз ночую. Потом иду на следующую и так по кругу. Вот так. Вот багульника сколько растет, видите? Ну тут везде бывает. Везде. Чуть заболел, вот бошек этих насобирал. Как заварил, вот бошки, вот сверху вот они растут. Да. Вот эти вот самые-самые от простуды. Прямо вот так. Вот. Вот можно так, да. В аптеке вот так продают. В аптеке. От поноса тоже хорошая. Да, от поноса, от простуды. Да. Запарил, выпил. И как рукой сняло. Лапирамид природный. О, какой здесь черный багульник. Ядреный. Немерено, да. Вся сопка. А мы обычно от простуды вот эти вот бошки вот эти вот наломаешь. Треть стакана, как запаришь. Бабах и спать. И хорошо помогает. Вот такая избушка. Видите, антенна. Все, цивилизация пришла все-таки. Так что здорово. Вот наш-то хороший. Вот эти вот прям ближние. О, это еще сеточка, это с лесофермы. Да, это легкий. Точно легкий. Вот такие черные. Трубой подшитые. Трубой подшитые. Трубу эту канализационную разрезали, она скользкая до ужаса. Да, цены нет этим нам. Вот, а те, что сделали под буран, в Рыбинске, хорош, но у них у всех вот тут вот Лопается. все отваливается. Вот ё-моё. А тут вот сделано так. По уму, да? Тут ничего не отвалится. Вот. Я просто шляпил, когда... Продавались когда? Нет, когда я в совхозе год работал, Ага. Пушину принимал, 200 рублей стоили. Вот елки-палки. Потому что я не купил. Хорошие нарты, да? Надо было купить. Нарты Хорошие. легкие, очень. И на них, когда вот эта дуга, это на них можно ездить. Ага, вот ну дуга, да. это же сделано для оленеводов, Да? на оленях ездить. Вот оно что. Точно вот на деревянных оленях нартах такая же Только дуга. когда на оленях, то вот тут вот, чтоб ямка эта вот не Не бегала. ездила, ага. Не бегала. А этот бойник. Вот. Ну понятно. Он сидит тут. Этот для линии. Мы уже приспособили под бураном. Ну да. Дышно. Приварили и поехали. Да, и поехали. Угу. Ну это сивка, бурка, вещая каурка. Что, узкая лыжа? Пушка. Ох,
сколько я на буране покатался. Лыжи по шее надо делать. Это вот та стойка вот с обоих сторон. Угу. Когда он не проваливает. Раз на буране шел И- по речке. И вот это вот сюда нужно сюда трубку и сюда трубку к лыжам. Ага, Это шире. чтоб жесткость была. Нет, для того, чтобы в снегу не видать, это в пень удар, допустим, и лыжа Ну, сложится. чтобы А жесткость когда была. раздрайки, вот, при любом ударе это не согнется. Ага. Вот. Видишь, как сделали? Упор здесь, Да, да, как раз, чтобы и вот согнулось. тут, Ну. и в этом месте она переломается. Это вот у конструкторов маленько ума не хватило, блядь, сделать вот так. Ага. Вот. Ну, понятно. Оно бы не задавило две трубки, так зато уже это не согнешь. Угу. А рядом по тайге едешь, то в бревно, то в качку, Ну да. то в пень, еще куда. Под снегом не видно. Куда-нибудь да влетишь. А я к этой лыже приваривал вот так еще повыше, пошире, чтобы она кончик выглядывал, а не под снегом ходил. Ага. Ну, понятно. Ой, себе что ж купил буран, я бы все укрепил, переделал бы, блядь. Ну, это никто не сомневается. Всё Никто не переделал. сомневается. Ну, хорошая. Рыбинск далеко. Я бы к ним приехал, сказал, вот это вот не годится, это не годится, там не годится, блядь. Ладно. Ладно, поедем. И спасибо гостеприимному зимовью. Мы здесь пообедали. Поедем дальше.